Здравствуйте, друзья! 10 фактов о картине Куинджи. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Первый. Куинджи работал над картиной «Лунная ночь на Днепре» около полугода. Еще за несколько месяцев до завершения работы по Петербургу разнеслись слухи о невероятной красоте этого произведения. Под окнами его мастерской выстраивались длинные очереди. Каждый хотел хотя бы глазком взглянуть на это произведение искусства. Куинджи пошел навстречу петербуржцам и приоткрыл завесу тайны. Каждое воскресенье художник растворял двери своей мастерской для всех желающих ровно на 2 часа. 2. За это время гостями его мастерской стали многие великие люди того времени. Тургенев, Менделеев, Полонский, Крамской, Чистяков. В одно из воскресений к художнику зашел скромный морской офицер и поинтересовался стоимостью картины. Архип Иванович назвал невероятную по тем временам сумму – 5000 рублей. Он совсем не ожидал, что тот согласится, но офицер ответил: «Хорошо, оставляю за собой». Оказалось, что это был великий князь Константин Константинович Романов, который приобрел картину для своей коллекции. 3. «Лунная ночь на Днепре» была выставлена на Большой морской улице в Петербурге, в зале Общества поощрения художников. Важно, что это была первая в России выставка одной картины, и люди часами стояли в очередях, чтобы увидеть произведение художника света. Именно так стали называть Куинджи поклонники его творчества. 4. Архип Куинджи ответственно подошел к выставке своей картины. Идея пришла к нему во сне. Чтобы достичь большего эффекта, художник попросил занавесить в зале все окна и осветить картину сфокусированным на ней лучом. Когда посетители входили в полутемный зал, они не могли поверить своим глазам. Сверкающий серебристо-зеленоватый диск луны заливал своим глубоким завораживающим светом всю комнату. Многие из них заглядывали за картину в надежде отыскать там лампу, чтобы уличить автора в шарлатанстве, но ее не было. 5. В этой картине Куинджи удалось показать всю красоту природы спокойной и безмятежной украинской ночи. Величественный Днепр, ветхие мазанки и холодное сияние лунного света. Репин вспоминал, как десятки людей стояли перед полотном в молитвенной тишине со слезами на глазах. Так действовали поэтические чары художника на избранных верующих. И те жили в такие минуты лучшими чувствами души и наслаждались райским блаженством искусства живописи. 6. Ходили слухи, что Куинджи рисует волшебными лунными красками из Японии. Завистники с презрением утверждали, что рисовать ими большого ума не надо. Суеверные вовсе обвиняли мастера в том, что он находится в сговоре с нечистой силой. 7. Секрет художника света заключался в фантастическом умении художника играть на контрастах и долгих экспериментах над цветопередачей. В процессе создания картины он смешивал не только краски, но и добавлял к ним химические элементы. В этом Куинджи помогал его близкий друг Менделеев. 8. Картина так понравилась новому владельцу, великому князю Константину, что решил не расставаться с ней даже в путешествиях. Он разместил полотно на своей яхте и отправился в мореплавание. Тургенев пришел от этого в ужас. Он писал Гигоровичу: «Нет никакого сомнения, что картина вернется совершенно погубленной». Даже лично уговаривал князя оставить картину, но тот был непреклонен. Конечно, сырость, ветер и воздух, пропитанные солью, негативно сказались на состоянии холста. Краска потрескалась и поблекла. Но несмотря на это, картина по-прежнему завораживает зрителя. 9. Картина имела огромную популярность. Это подтолкнуло Куинджи на создание еще 2 авторских копий «Лунной ночи на Днепре».
Они были написаны спустя 2 года, в 1882. Первая хранится в Государственной Третьяковской галерее в Москве, другая в Ливадийском дворце в Ялте. 10. Обрушившаяся на Куинджи слава после лунной ночи на Днепре едва ли не раздавила художника. В расцвете своих творческих сил великий творец совершил неожиданный шаг. Он закрыл двери своей мастерской и прекратил выставочную деятельность. Свой поступок объяснял так: художнику надо выступать на выставках, пока у него, как у певца, голос есть. А как только голос спадет, надо уходить, не показываться, чтобы не осмеяли. За 30 лет молчания не было и дня, чтобы художник не взял в руки кисть или карандаш. Даже перед самой смертью он оставался верен делу всей своей жизни. Не имея сил подняться с кровати, он лежа рисовал карандашные эскизы. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.